Если у вас еще нету гитарного процессора, если у вас еще нет гитарного процессора, и вы сейчас озадачились идеей купить что-нибудь такое, что вам может пригодиться для репетиций, она гениальна. Ударник и басист в этой ситуации вас никогда не побьют, когда вы ложать начали. Сыграли все эти три куска отдельно, и потом ему сказали, в каком порядке и в каком количестве это дело играть. Это прикольная штуковина для того, чтобы можно было джемить самому с собой дома тихонечко в наушниках. Вот, нарабатывать свой левел для того, чтобы вы вышли на репточку уже в принципе подготовленным. Всем привет, друзья, с вами Амир Гумеров. И сегодня я вам расскажу про очень интересную, полезную штуковину, особенно для тех, кто не очень хорошо умеет играть, как я. Вот, эта штуковина называется Digitech Trio Plus. Эта штуковина просто открытие для меня. Я долго искал что-нибудь такого плана похожее. Вот. И самое удивительное, что эта педалька она была разработана в 2016 году. То есть она достаточно древняя по современным масштабам. Но до сих пор ничего в принципе похожего не было в природе, и я пытался найти что-то более современное, но не нашел. Причем она сейчас вот в этом же виде, в котором она выпускалась в 2016 году, она выпускается до сих пор. Вот, и нету у нее аналогов. Есть какие-то попытки сделать что-то близко похожее, но в принципе точно такой же нету. Поэтому сравнивать ее даже не с чем. Она просто уникальна. Вот. И если вы профессионально играете на гитаре, не спешите переключиться, вам тоже, возможно, она пригодится, потому что эта штуковина позволяет репетировать дома, никого не напрягая, тихонечко в наушниках. Эта педаль, она включает в себя ударника и басиста. Вот. Причем эти ударник и басист подстраиваются под вас и играют столько, сколько нужно. И ударник и басист в этой ситуации вас никогда не побьют, когда вы ложать начали. Вот. Сегодня мы как раз это посмотрим. Вот, еще момент такой, что есть в этой педальке такого интересного. Вот у меня, те, кто смотрит наш канал, видели, что у меня есть еще лупер Boss RC505. Вот. И лупер Boss RC505 я все-таки пользую теперь не так часто, как ее. Почему? Потому что она намного удобнее, интереснее. И еще момент такой, то что вот у этого лупера есть очень интересное преимущество по сравнению с Boss RC505. Это секвенсор. Суть такая, когда вы наиграли, грубо говоря, интро, потом, грубо говоря, куплет, потом припев, вот, это, естественно, может быть немножко разное по звуку, немножко разное по ритму, немножко разное по басу. Вот, вы делаете следующим образом, то есть вы сыграли все эти три куска отдельно, и потом ему сказали, в каком порядке и в каком количестве это дело играть. То есть, грубо говоря, вы можете сделать так, что он сыграет сначала интро, потом куплет, припев, интро, интро. Все. На Boss RC505 и вообще на каких-то приколюхах педальных я этого не встречал. На самом деле педаль у меня еще есть Mover Ocean Machine, тоже с лупером. Там такого тоже нет, там заточка другая. Вот. И еще момент такой, то что вы можете здесь выбирать между целой кучей всяких стилей, например, там блюз, R&B, рок, альт-рок, металл, поп, е-поп, хип-хоп, кантри, фолк, латин и джаз. И при этом не просто их выбирать, у каждого из них есть по 12 подстилей. Соответственно, сейчас я вам покажу, послушайте. Фишка в чем? В том, что 12 подстилей, из них обычно 3 подстиля играются в 3 четверти. То есть играется не раз, два, три, четыре, а раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Достаточно редкая тема, тоже интересно.
В том плане, что с этим можно немножко поэкспериментировать. Есть у этой педальки, конечно, и минусы, то есть которые, я не знаю, в смысле, с которыми я научился бороться, вот, но тем не менее изначально это было как минус. Дело в том, что у педали есть два выхода, вот эти два выхода. Один из выходов в полноценном, да, звуковом диапазоне, то есть для баса и гитары, а второй выход для гитары, который предназначен для того, чтобы выходить дальше на усилок, на комбик какой-нибудь, и он там автоматически, то есть тоже сжимается по частотной характеристике. Так вот, оба эти выхода монофонические. Что мешало сделать выход на бас и гитару, который выход для микшера, сделать стереофоническим, я не знаю, вот если совсем по-честному, потому что процессор сам по себе генерирует звуки в стереодиапазоне, то есть стереозвуки. Вот, потому что когда вы включаете это дело через наушники, у вас звук стерео. Тем не менее, выход на микшер и выход на комбик у вас монофонический. Соответственно, я придумал, как ее подключить, то есть я подключаю, получается, через наушники. Сейчас вы услышите звук отсюда, поэтому звук будет стереофонический. Вот. Да, он эмулирует свой гитарный кабинет сам, но в принципе неплохо. Я считаю, что неплохо. Потом, что у него есть еще интересного? У него здесь есть кнопочка Guitar FX. Этой кнопочкой Guitar FX у вас есть возможность выбирать между тремя вариантами звука. Первый вариант — это обычный клин, то есть это чисто как гитара зашла. Вот. Второй — небольшой перегруз. И третий — типа сильный перегруз. Вот. Причем каждый из этих эффектов подобран таким образом, чтобы соответствовать тому стилю, в котором вы сейчас играете. То есть, грубо говоря, если вы поставили металл, то у вас там дисторшн жесткий будет. Если вы поставили блюз, там оно по-другому работает. Альт-рок тоже по-другому, кантри тоже по-другому. Свой прикол в этом есть, поэтому если у вас еще нету гитарного процессора, и вы сейчас озадачились идеей купить что-нибудь такое, что вам может пригодиться для репетиций, лучше, чем вот эту штуковину, я пока, вот много я в руках держал, я лучше, чем эту штуковину, пока даже вам не знаю, что предложить, потому что она, ну, слово идеально неправильно, но она гениальна. Вот, я предполагаю, что нету новой модели, потому что басисты и гитаристы, вот басисты и ударники скинулись на киллера для того, чтобы убить того, кто это дело придумал, поэтому нету больше автора этой педали, скорее всего, потому что вот следующая какая-нибудь модель, там, если бы можно было бы немножечко, допустим, расширить, добавить туда гитарных кабинетов каких-то хитрых, да, то есть можно было бы импульсы загрузить или еще что-нибудь, можно было какие-то еще дополнительные примочки придумать, хотя я не знаю, что можно было сюда еще придумать, хотя вполне возможно, что они хорошо продают эту педальку, поэтому у них и как бы и новой, свежей нету педали, именно потому что здесь нечего больше придумать. Вот, потом, у этой педали все-таки для того, чтобы использовать гитарный процессор нормальный, есть здесь входы, то есть у нее ее можно использовать в лупе, то есть ее можно использовать в петле. Если вам интересно, напишите в комментарии, я покажу, как ее подключить к комбику. У меня есть Boss Katana MK100 2. Вот. И есть еще также процессор Boss GT001, тоже прикольный процессор. Тоже, если интересно, как его подключить. Я, кстати, да, обычно я хулиганю через Boss GT001. То есть подключаю, получается, в луп, в петлю, подключаю в петлю процессор, и все, шикарный звук, какой хотите. То есть, в принципе, вот этот FX можно даже не пользовать, необходимости в нем вообще, в принципе, нет никакой. Вот. Ну что, начнем, я покажу, как это дело работает. Кстати, да, еще забыл сказать, момент такой интересный. Он сохраняет те песни, которые вы наиграли. То есть у него есть карта памяти, на которую записываются
композиций, которые вы сделали. То есть он может сохранить до 12 композиций. Из этих 12 композиций у вас может быть в каждой композиции по 5 частей. То есть вы можете записать полноценных 12 треков, и в принципе оно все будет переключаться на ходу. Вы сможете даже играть, даже на улице играть, себе басиста и ударника иметь в кармане. Вот. Так что, начнем. Для того, чтобы подключить эту педальку, нам нужен блок питания. Блок питания, кстати, был в комплекте. Это стандартный блок питания педальковский, 9-вольтовый, с минусом в центре. Вот. Единственный момент, вы обратите, пожалуйста, внимание, что не менее чем 800 мА он требует. Поэтому слабенькие блоки питания, скорее всего, либо погорят, либо будут как-то коряво работать. И еще момент, про который чуть-чуть не забыл сказать. У него есть возможность подключить внешнее управление, педальку. Кстати, да, тоже про это могу рассказать дополнительно, потому что я подключил ее к контроллеру, контроллер, который FCB 1010. Вот, этот контроллер, в принципе, с ней хорошо работает. И суть, идея этих, в смысле, как контроллер-то должен работать на самом деле. У меня есть еще, вот она, вот такая педалька. То есть эта педалька тоже к нему цепляется. Да, получаем не все функции. Но я сейчас тоже расскажу, как... Ну ладно, сейчас не расскажу. Но я расскажу, как тоже сделать так, чтобы оно работало. На самом деле там несложно. Потому что идея вообще подключения сюда контроллера такая, что у него здесь стереоджек. А к этому стереоджеку, то есть, грубо говоря, можно применить какие действия? Замкнуть массу и первое колечко, массу и второе колечко, а еще можно замкнуть все вместе. То есть вот 3 кнопочки, которые есть на родном контроллере, в принципе можно симулировать практически любым устройством, то есть любой MIDI-контроллер, который умеет с релюшками работать. И вот, допустим, любой ножной контроллер. Кнопочки должны быть не фиксируемые, то есть просто с моментным нажатием, и все будет работать. Итак, давайте начинать, а то что-то я больно долго всякую фигню гоню. Подключаем. Сейчас я рекордер цепляю сюда. Так, и блок питания тоже цепляю сюда. Да, и блок питания цепляю. Загорается. Вот он отморгался. Все, инициализация прошла. Конечно же, нам понадобится еще гитара. Да, репетировать можно в наушниках, поэтому я подключу сейчас наушники. Цепляем... Ладно, фигню какую-то показал. Понятно, что гитару подключаем проводом. Эту штуковину тоже цепляем к входу гитары. Так, сейчас я его очистил. И давайте попробуем. Любой практически стиль. Ну, допустим, сейчас я взял кантри и поехали. Вот, заморгала часто лампочка и поехали. Вот у него пошел цикл. Да, есть еще кнопочка у него овердаба. Как работает овердаб? Нажимаем еще раз на педальку. Ой. Загорелась желтеньким.
Вот, в принципе, так это дело все работает. И самое интересное, что вы можете потом на ходу это дело регулировать. Да, кстати, вы можете изменять скорость композиции уже после того, как записали. Так, поставим в исходную. И вот слушайте звук, как отличается.
Вот, что еще можно сделать с этой педалькой? На ней можно упростить басовую партию. Вот слушайте. Слышите, бас-партия стала проще. А можно и упростить еще сильнее. Потом можно сделать более активных ударников. Дальше. Допустим, записали мы первую часть. Хотим записать теперь следующую. Выбираем следующую часть. Можем, для того, чтобы нам было легче синхронизироваться, счет. Вот примерно сообразили. Включаем дальше, поехали. И вот, допустим, у нас песня как бы типа готова, да, у нас есть припев, куплет, припев. И нам надо теперь сделать так, чтобы у нас припев и куплет играли, в принципе, друг за другом. Нажимаем Sequence, удерживаем и говорим один раз, извините. Так, нажимаем Sequence, он заморгал. Говорим сначала вот это, потом вот это, потом вот это, потом вот это 2 раза. И говорим окей. Он отморгал нам, что будет играть. И поехали. И спокойненько джемим под это дело. И вот, пожалуйста, он нам сыграл всю композицию от начала до конца, в том порядке, в котором мы его попросили. Итак, подводя итог, что это и с чем это едят, это прикольная штуковина для того, чтобы можно было джемить самому с собой дома тихонечко в наушниках. Вот, нарабатывать свой левел для того, чтобы гитаристы, басисты и ударники вас как гитариста не побили, и чтобы вы вышли на репточку уже в принципе подготовленным. Вот. На этом все. Пишите вопросы, если будут какие-то вопросы по этой теме, потому что как подключить его в петлю,
как подключить его правильно к миксеру, чтобы по звуку было хорошо, как подключить к нему педаль, которая просто есть у вас, не обязательно, чтобы она была оригинальная, потому что оригинальная стоит тоже где-то около 4000 рублей, хотя в принципе можно даже и собрать ее самостоятельно. На этом все. С вами был Амир Гумеров. Всем удачи, всем пока. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, нажать колокольчик и все дела. Пока!